Итак, друзья, всем привет! Не прошло, говорит, и полугода. У нас прошел ураган. Мы без света сидели, у нас света не было 3 дня. Вот, выпросил я у знакомых генератор обычный. Появились несколько нюансов. Понял, что не так вообще с генераторами. Поэтому психанул, в общем, и купил себе свой. Итак, что купил? Генератор называется Boxbot. Да, снегоуборщик. Опять от Boxbot. Ну, блин, извините, на рынке ничего дешевле нету. Итак, генератор у нас инверторный, 3-киловаттный. Это как раз с учетом всех нюансов пользования генератора знакомых, потому что 2,2 киловатта, в общем, нам не хватило для того, чтобы нормально пользоваться. Чуть-чуть маловато для нормального пользования. 3, надеюсь, хватит. Вот. И инвертор, потому что на том генераторе лампочки подморгивали. Бесит. Что, начнем распаковочку. Кстати, да, нам сразу понадобится масло. Пол-литра, здесь литрушка. И бензин, потому что с генератором вместе масло не заправлено. Давайте посмотрим, что в коробочке. Реально первая распаковка, то есть в смысле не это. Еще не открывал, даже при получении не открывал. Угу. Выглядит симпатично. Достать. Пакет освобожу. Кстати, относительно того генератора очень даже не очень тяжелый. Вполне можно ворочать в одиночку. Тот генератор вообще был очень тяжелый. Так, это вид сзади. Мне нравится, говорит, твой вид, особенно вид сзади. Так, пакет. И давайте лицом развернем. Сразу скажу, что в нем прикольного. Во-первых, 2 розетки 16-амперные, подключение и заземление. И самое интересное, что здесь есть, это клеммы для снятия полной мощности. То есть они такие зажимные. Вот, кстати, потом еще покажу приколюху, что можно с ним сделать забавного. Генератор сейчас не заправлен ни бензином, ни маслом. Фильтр. Фильтр, кстати, как на том, они походу стандартные. Фильтр как фильтр. Так. Смотрим дальше. Моторчик 4-тактный. Здесь заправляется маслом. Что это? Щуп в масле. Его, наверное, пообкатывали, да, проверяли в заводе. Так, ну сейчас масло зальем еще. Так. Так, заверну, чтобы пробочка не потерялась. Так, с этой стороны, в принципе, все. Смотрим с этой стороны. Свечка, вижу, бошевская стоит. В принципе, неплохо. Карбюратор, подсос. 4-тактный мотор. Генератор с ручным заводом. И, собственно говоря, здесь краник включения топлива. Открыть-закрыть. И фильтр воздушный. Воздушный фильтр. Ну, давайте откроем, сразу посмотрим, чтобы потом вопросов не было. Сам потом буду смотреть. Через какое-то время, когда надо будет обслуживать. Так, фильтр. Обычная поролоночка. Угу. Что, давайте заправим его маслом и бензином. Заведем, послушаем. Самое главное у него это вот эта штуковина, это инвертор. То есть он дает, в отличие от того генератора, чистую синусоиду. Соответственно, свет
моргать не будет, это раз. А во-вторых, у генератора есть возможность, за счет того, что стоит инвертор, регулировать мощность оборотами. Потому что у того генератора, сколько там, 3000 оборотов в минуту, это вот те обороты, которые он постоянно держит, и если он с них сбивается частота. А здесь такой проблемы в принципе нет, потому что он 50 Гц 220 вольт делает вот прямо вот этим прибором, независимо от того, на каких оборотах крутится мотор. И он поэтому оборотами как раз регулирует просто мощность. Как, кстати, на гибридных автомобилях это сделано. Это, кстати, хорошая тема, очень интересная. Итак, давайте поставим его на горизонтальную поверхность куда-нибудь вот здесь. Да. Возьмем вороночку и заправим его маслом. Кстати, да, в комплекте. Что у нас еще есть в комплекте? У нас в комплекте есть 4 ножки, 2 вилочки. 2 вилочки. И свечной ключ. Свечку снимать. Надеюсь, не пригодится. И воронка была где-то здесь, только что видел. Да, кстати, воронка вещь полезная, потому что как масло заливать в такой прибор неудобно. Вставляем вороночку. Масло взял 5В30 синтетику, для того, чтобы зимой его тоже можно было стартовать без особых проблем. Особо не нужно, но на всякий случай. Мало ли что, вдруг зимой приедем. Так. Нет, еще не половина. Нет, еще чуть-чуть надо. Походу вот так где-то. Ну да, масло в принципе по уровню. Все, маслом заправили. Сейчас бензин перекачу. Смотрите, здесь вот есть показатель уровня топлива. Сейчас он показывает у нас 0. Бак сухой. Берем канистру и давайте заправим. Так, пока 5-литрушку заправлю. Я думаю, нам для того, чтобы попробовать и обкатать его чуть-чуть, хватит. Кстати, да, за счет того, что генератор, за счет того, что он инверторный и может рулить оборотами, он должен быть потише, чем тот генератор. Мы сегодня, кстати, померяем разницу в шумности между вот этим генератором и тем, который я пользовал последние 3 дня. Так, и давайте заправлять. Комары прямо, смотри, знают, да, что у меня ручки заняты. Облепили. Да я знаю, я поэтому и попросил тряпочку. Что-то смотри, датчик до сих пор даже с нуля не спрыгнул, да? Я уже залил 2 литра, наверное. 2 литра считает, что это тоже 0. 6 литров. Погодите, комаров отобьюсь. Суки! Все. Ну тут вообще дрожать даже нельзя. Ты что, как на русских автомобилях, да? Смотри. Бум-бум, и все, сработало. О, почти полбака показывает, да? О, датчик, походу, просто заливший был чуть-чуть. Теперь, похоже, половинка, да? По идее, 5 литров это почти 6.
показал теперь почти полный. Отлично. Так. Закрываем крышечку. Будем сейчас заводить. Я специально это сейчас делаю все не спеша, потому что топливо должно попасть в карбюратор. Кранчик-то я открыл. И оно сейчас самотеком, по идее, сколько-то попадет. Но сейчас если что... Типа под глазом жрет комар. Я знаю. Они же заклюбали меня. Он меня даже с кровью пожрал, да? Морда в кровище? Да. Что, товарищи зрители, будет смущать, что у меня морда в крови? Да, не знаю. А? Или всем насрать? Три. Будем считать, что всем насрать. Сейчас. Я говорю, они прямо напали. Они, походу, поняли, что я без рук. Итак. Кранчик открыт. Кнопочка вкл-выкл. Давайте вкл. Включим на подсос. Перевели ручку вот в это положение. Давайте я его закрою. Ну-ка посмотрим. Сейчас он должен карбюратор наполнить. Так, и немножко подождем. Интересно, в карбюраторе нет кнопочки подсоса? Как выяснилось, я просто догадался, что вот у него положение подсос, не подсос, зеркально противоположно генератору, на котором я привык. Я что-то по привычке прямо в подсос переключил его. Потом до меня доперло, что возможно это наоборот. Так что все было нормально, оказывается. Возможно, он раньше бы завелся, если бы я сразу в подсос поставил. Сейчас мы немножко дадим ему поработать. И будет сейчас шумно, поэтому, смотрите, у него здесь загорается зеленая лампочка. Состояние рабочее. Вот, и я даже думаю, наверное, сейчас как сделаем? Мы сейчас подключим его все-таки к бортовой сети дома и посмотрим, как горят лампочки. Потому что потом я покажу, как на генераторе моргают лампочки. Попробую показать, потому что я генератор уже вернул. Мы поедем туда. Заведем, и я покажу на нем, как это будет. Ну, это глушитель обгорает. Глушитель. Я поэтому и говорю, что надо прогреть его. Так, у меня сразу первый вопрос. А что не загорелась лампочка, рабочее состояние, да? Может, нам подольше подождать? Что тут? Подождите. Так. Все вроде нормально. Так. Заметил интересную особенность. Если переключить его в режим подсоса, а потом обратно,
рабочее состояние у инвертора не возвращается. Любопытно. То есть заводим подсосом. Заводим подсосом. Включено же, да? Так. Загорелась лампочка. Все, попробуем дома подключить, да? Оп. Не очень тяжелый. Итак, как подключить генератор к домашней сети? Решение вот типа такое. Я подключаю генератор сейчас к розетке, которая у меня как бы выходная, но она будет теперь у меня входной. Подключаю к генератору. Да, я знаю, что решение такое себе. В том плане, что, во-первых, обязательно надо отцепиться полностью от внешней линии. И мы сейчас ограничены мощностью проводов, которые проложены здесь. Но я здесь специально, если честно, сделал провода такие, чтобы можно было тяжелый инструмент вешать. Поэтому у меня с проводами здесь как бы все нормально. Но вообще имейте в виду, что способ рабочий. Включаем здесь. Запутался. Включаем его в розетку вот здесь. Но мы это сделаем, когда уже запустим генератор. Пока переносил генератор, немножко его поболтал. Крышка как будто не совсем герметичная, потекло. Но обратите внимание, как они сделали, как будто знали, что крышка течет. То есть они сделали так, что стекает не во все стороны, а только в одну и в ту сторону, где нет нагретых деталей. Это, кстати, плюс. Молодцы. Но то, что крышку поставили не герметичную, это минус. Это не молодцы. Погас, да? Не загорелся. Да, резиновые ножки ему надо, да? Да, крутить. Итак, смотрим лампочки. Лампочки, видите, не мерцают. Тебе видно, что они не мерцают? Да. А с тем генератором они прямо моргали. Это было то, что конкретно бесит. И, кстати, еще момент такой про инверторные генераторы. Современная бытовая техника есть достаточно капризная, которая прямо требуется, чтобы была синусоида. Потому что вот такой ток не очень приветствуется какими-нибудь зарядными устройствами, стиральными машинами, я не знаю. Все, где есть сложная электроника, все не приветствует неправильную синусоиду. Все достаточно такие сейчас стали, как это называется, нежненькие. Жалко, что на нем нету как бы индикатора нагрузки, мы не знаем, сколько ампер сейчас. Но я в перспективе сделаю, что можно будет и померить, потому что у меня на входе висит прибор, который измеряет ток. То есть я сделаю так, что мы будем автоматом переключать туда-обратно, то есть с большой сети, с центральной, на наш генератор. И для вообще домашней сети это будет как будто бы, альтернативный источник энергии, абсолютно идентичный сетевому. Вот, еще момент такой по поводу подключения газовых приборов, всяких типа газовых, как они называются, бойлеры, да, которые водонагреватели. У боксбота есть возможность, вообще у любого инверторного есть возможность подключить его так, чтобы газовые водонагреватели однофазные нормально с ним работали, потому что с обычными генераторами, которые не инверторные,
газовые водонагреватели обычно не работают. Прежде чем включать обратно сеть, вытаскиваем этот весь провод полностью, потому что как только мы включим городскую сеть сюда, здесь появится 220 вольт с открытыми контактами. Не дай бог вы заденете, за что-то заденет, мало не покажется. Тебе вздулся фингал, кажется. Вздулся? Да, красная под глазом. Снимаешь еще? Да. Вот, видите, выдернул сначала розетку, этот провод подальше от детей, родственников, которые вообще не в курсе, что это такое и почему у удлинителя две вилки без розетки. Прячем далеко. Не дай бог, чтобы никто не догадался включить вообще. Итак, что могу сказать пока про этот генератор? Пока без сравнения даже с другим. Работает. Явно инвертор, да, судя по тому, что он не моргает напряжение лампочек. В смысле, что лампочки не моргают. Но есть нюанс. В паспорте заявлено 70 дБ. Видишь? 70 дБ. Как вы сейчас видели, он под нагрузкой больше, чем 90, 93, 95 дает. Без нагрузки дает 90. Про 70 дБ разговора нет. Я думаю, что, может быть, он обкатается, конечно, и шуметь станет поменьше. В чем я, если честно, очень сильно сомневаюсь по громкости. Он как обычный, ничем не особенный генератор. И уважаемый зритель скажет: дядя, ты же не поставил ему резиновые ножки, которые амортизаторные. А я скажу: а вот я их теперь поставил. И сейчас мы померяем шум все-таки с резиновыми ножками. Все, завожу. Итак, мы около другого генератора, который не инверторный, который обычный. Ему уже лет 10, наверное, если не 15. Он очень древний, стоит здесь очень-очень давно. Работает исправно, в принципе, регулярно помогает. Вот, и даже меня спас вот во время урагана. Есть у него некоторые нюансы, вот сейчас с которыми я вас познакомлю. Так, кран топлива открываем. Заслонка. Вот здесь заслонка в другую сторону просто работает. Поэтому я с этим, со своим парился. Так. Завелся с полпинка, несмотря на свой возраст. Вот. Перевели из режима подсоса в режим нормальной работы. У него здесь есть хотя бы вольтметр. У кого нет, у того в принципе не надо. Конечно, померяю уровень шума вот в таком состоянии. Теперь подключаю его к нагрузке. Померяю уровень шума еще раз, уже под нагрузкой, чтобы было понятно, что уровень шума в принципе особо не поменялся. Так. И теперь идемте в дом, я покажу нюанс обычного неинверторного генератора. Обратите внимание, видите мерцание? Танюшка, ты видишь мерцание? Короче, лампочка явно моргает. То есть, и это связано как раз с тем, что у генератора, у обычного, у такого генератора,
синусоиды нету, у него квадратоиды, если можно так сказать. Я не знаю, я не электрик, поэтому назовем ее квадратоидой. И, в принципе, понятно, да? На нашем генераторе, который инверторный, вот такого мерцания нету, в принципе, потому что там синусоиды генерируются инвертором. У него электричество генерируется напрямую мотором, который подключен к бензиновому мотору, электромотором. И вот этот эффект вы получаете. Собственно говоря, так. Пойду выключу. Я, кажется, догадался, почему этот тише. Смотрите, какой у него гигантский глушитель. А у нашего прям такая писюленькая. Вот такая, вот он вот такой. Мне кажется, чем больше глушитель, тем больше он глушит. Нет? Очевидный факт. Капитан Очевидность, да? Ну нет, логично же, наверное. Конечно. Вот, и вот здесь, в принципе, да, тоже я уже тут немножко тоже подковырялся, все подключил. У него нету прямых выводов на полную мощность. У него две 16-амперные розетки. Но жизнь показала, что он очень надежный. Надежный, просто вот реально. Даже свечу ни разу не выкручивал. Если честно, за вот эти 15 лет я как бы за ним не то что присматривал, мы здесь постоянно, регулярно бываем. То есть генератор всегда заводится, никогда с ним никаких вопросов особых нету. Так, топливо закрыть, пока не забыл. Все. Тогда пусть остывает. Пошли к девчонкам чай пить. Надеюсь, видео про генератор было вам полезным, потому что ураганы что-то в последнее время все чаще и чаще. Автономное питание все-таки нужно, потому что даже у меня здесь на дачном домике, считай, и вода, и я хотел сказать газовая плита, в смысле, что плита тоже электрическая, но странно будет пользоваться электрической плитой при наличии вот этого прибора. Видос, про который вы тоже можете посмотреть на нашем канале вот здесь. В любом случае пользоваться благами цивилизации без электричества сейчас никак. Поэтому если вдруг у вас какой-то деревенский дом, то генератор вам категорически нужен. И есть еще один у него плюс, то что он сильно легче, чем тот генератор, который вы сейчас видели. На этом все. С вами был Амир Гумеров, канал Рукоджоп. Всем пока!